Глава 80. Юноша застыл в недоумении, почему Селянь воскресил в памяти каждый выпад и каждое движение юноши во время сражения с Бину, повторив пару взмахов рукой, и заключил: «Должно быть, тебе не приходилось брать в руки саблю. Ты сражаешься мечом, но стиль меча замысловат и коварен. Клинок твой быстр и безжалостен, это верно. Но ты будто скован по рукам и ногам, твоей силе негде развернуться. Если раньше не держал сабли, в следующий раз попробуй. Мне думается, тогда твоя мощь во многом возрастет». Каждый раз, видя кого-то в сражении и подмечая интересные моменты, принц не мог удержаться от пары фраз в адрес бойца. Вовсе не ради того, чтобы раздать указания, а только чтобы, исполнившись интереса, поучаствовать в активном обсуждении. Поскольку принц имел богатейший опыт различных сражений, он всегда ухватывал самую суть с первого взгляда, совершенно не задумываясь. Он не мог объяснить, почему это так, просто чувствовал, что несомненно прав. А его собеседники, в большинстве своем из уважения к статусу принца, слушали его, но очень немногие в душе по-настоящему задумывались о том, верны ли эти замечания. Юноша, однако, слушал с неподдельным вниманием и, кажется, тщательно обдумывал слова принца, время от времени поглядывая на меч в своей руке. Принц успел сказать всего несколько фраз, когда из чернеющего вокруг леса снова послышался шорох и шелест, словно какие-то твари очень быстро ползли по земле. Селянь тут же вспомнил, что их все еще со всех сторон подстерегают опасности, и его воодушевленные разговоры сейчас совсем не к месту. Немедленно сделавшись серьезным, принц произнес: «Неизвестно, водятся ли на горе другие твари. Нужно зачистить местность, уничтожить их без остатка». Юноша активно закивал и обеими руками поднял свой железный меч. Селянь покачал головой: «Главное, защищайся сам. Ты не ушел, когда была возможность, и теперь уйти уже не сможешь. Я постараюсь тебя защитить, но и сам будь предельно осторожен». Как вдруг трава зашевелилась вновь, и какая-то тварь выпрыгнула из зарослей. Селянь отвесил удар ладонью, попав точно в цель, тварь мерзко взвыла и упала, недвижимая. Принц ощутил сильный запах крови и невольно удивился, ведь раненые Бину истекали вязкой жижей, чрезвычайно липкой, но не источающей подобного запаха. Поэтому принц подошел, раздвинул траву и все же увидел огромного Бину, которого от удара разорвало на куски. Но кровью пахло вовсе не от него, а от того, что он сжимал во рту. Оторванный скальп, покрытый длинными волосами, Бину выживают, питаясь падалью, и, судя по всему, пострадал живой человек. Проползая по траве, тварь оставляла за собой кровавые следы, и Селянь немедленно направился по этой кровавой дорожке, а юный воин последовал за ним. Чем дальше они шли, тем заметнее становились кровавые брызги, тем более ощутимый запах крови витал в воздухе. Вскоре они услышали беспомощный плач. Рядовой выставил меч и выбежал перед селянем, однако принц тут же притянул его к себе за спину. Они обогнули цветущие заросли, и взору их предстал вход в пещеру средних размеров. Возможно, пещера когда-то служила людям временным приютом, но теперь землю усыпали трупы, а по ним ползали 20 или даже 30 Бину, с наслаждением обгладывая тело. А еще 5-6 особей как раз окружили молодую девушку. Лицо добычи исказилось болью, ее живот был вспорот, внутренности буквально растеклись по земле, но девушка все еще дышала. Кажется, совсем недавно она уложила волосы в простой пучок и украсила сбоку ярко-красными цветами. Но теперь эти алые цветы в ее волосах до боли безжалостно окропила алой кровью. Группа Бину как раз вылизывала ее пышущие жаром внутренности, готовясь приступить к трапезе, как вдруг услышала приближение людей. Все как один твари завертели головами и бросились к новой жертве. Селянь, не моргнув и глазом, убил всех Бину одним ударом ладони и тут же оглядел трупы людей, среди которых оказались и мужчины, и женщины, и старики, и дети. Все с ног до головы в грязи, одетые в бесхитростные холщовые одежды. Вне всякого сомнения, погибшие являлись мирным народом Юнани. Селянь невольно испытал потрясение.
Ведь он посчитал, что внезапно появившуюся в горах нечисть призвала та странная фигура в белых одеяниях. А раз незнакомец в белом спас Лан Ина, значит, они, должно быть, заодно. Но почему же тогда Бину решили поживиться людьми Юнани? Нечеловеческие существа ни за что не стали бы сговариваться с людьми без всякой на то причины. Разве только это и было условием, которое потребовалось от Лан Ина. Он воспользовался людьми, что следовали за ним, как разменной монетой, до смерти перепуганная девушка, мучаясь от боли и исторгая кровь изо рта, разразилась всхлипываниями: «Не убивайте меня, я не сделала ничего плохого, не убивайте меня». Селянь, не в силах сдержать эмоции, вспомнил семью из 3 человек, погибшую под городскими стенами. Разве они совершали что-то плохое? Наклонившись к девушке, он предельно мягко произнес: «Не нужно бояться. Все хорошо. Я пришел тебя спасти». Рядовой же, в отличие от принца, направил на девушку меч. «Ваше высочество, берегитесь, вдруг она оборотень, живущий в диких горах». Селянь, разумеется, понимал, что такая возможность существует, и к тому же возможность эта крайне велика. Но тщательно все взвесив, принц пришел к выводу, что пройти мимо не может. Главное — сохранять бдительность. Он быстро ощупал пульс девушки, осмотрел ее ладони и пальцы, и таким образом убедился, что она — живой человек, да к тому же нисколько не тренированный. В руках бедняжки не хватило бы сил даже на то, чтобы связать курицу. Затем принц немедленно приступил к спасительным мерам, вынул из рукава снадобье и открутил пробку. Из бутылька тут же засочился едва-едва заметный бледный дымок с приятным ароматом. Это снадобье могло не только излечить от всевозможных ядов, но также удивительным образом помогало при ранениях. Селянь, не щадя ни капли волшебного снадобья, использовал на девушке весь бутылек и спросил: «Ну как, стало лучше?» Девушка была ранена крайне тяжело, больно взглянуть. Но когда она вдохнула струйки чудодейственного дымка, даже с лица ее немного отступила мертвенная бледность, бедняжка слабо кивнула. Селянь задал еще вопросы: «Вы из Юнани? Как подобное могло случиться с вами?» Девушка залилась слезами: «Да, я из Юнани. Я сама не знаю, как это случилось». Сначала она всхлипнула: «Все было хорошо, но потом вдруг мой отец погиб, мой старший брат тоже погиб». Селянь мягко похлопал ее по плечу: «Но кто тот убийца, что их погубил? Или же что это за тварь?» Девушка, задыхаясь, ответила: «Убийца, что их погубил, это ты». В самом конце фразы на ее лице внезапно проявилась свирепая злость, глаза яростно засияли, девушка распахнула объятия и крепко сжала в них Селяня. Юный воин, который все время бдил поблизости, отреагировал на удивление быстро, мгновенно вонзил клинок ей в спину. Девушка уже была тяжело ранена, а после такого удара ни за что не смогла бы выжить, однако она вдруг разразилась радостным хохотом, вцепившись в Селяня намертво, просто не желая отпускать. И в таком положении испустила дух. Хватка ее оказалась настолько крепкой, что юный воин с огромным трудом оторвал труп от принца. «Ваше высочество!» «Что с вами?» Селянь уж было решил, что девушка в последний момент нанесет предательский удар. Но она не держала при себе оружие, даже не попыталась укусить его или оцарапать, только крепко-крепко обнимала, будто бы этого ей было достаточно, и до самой смерти не разжала объятий. Принц в растерянности проговорил: «Со мной ничего». Я не успел он договорить, как, будто насмешка, на него налетело внезапное головокружение. Черный глаз юного воина округлился. «Ваше высочество!» Селянь ощутил только мучительный жар в душе и сердце, он не мог выговорить ни слова, да и не хотел говорить, и тем более не желал никого слушать. Он покачал головой и молча махнул рукой. В ту же секунду местность вокруг огласилась веселым женским смехом. Хи-хи-хи-хи, хи-хи-хи-хи. Двое ошеломленно осознали, что вокруг нет никого третьего. А смех издавали те самые ярко-красные цветы. Селянь в мгновение ока осознал, в какую западню попался. Нежные объятия. Под нежными объятиями имелись в виду вовсе не нежные объятия. Такими словами обозначались цветочные оборотни, которые любили обитать целыми группами и в основном питались жизненными силами и кровью мужчин. Их аромат не сулил ничего хорошего,
Селянь немедля выкрикнул: «Плотно закрой нос и рот, не вдыхай благоухание этих цветов». Лицо юного воина и без того закрывали плотно намотанные бинты, он дышал уже через ткань, поэтому и не вдохнул цветочного аромата. А услышав наказ, затянул повязки потуже. Только потом осознал, что селяню вовсе нечем закрыть лицо, поэтому сорвал самый чистый лоскут со своих одежд, принялся яростно тереть и хлопать, пока не выхлопал от пыли, и обеими руками протянул принцу. Однако тот ответил: «Не нужно. Уже не поможет». Пытаясь спасти девушку, принц был начеку, но все же позабыл о дыхании, наклонился слишком близко. Кто мог представить, что в ее волосы окажется убран именно цветок нежных объятий? И перед смертью девушка еще сильнее прижалась к селяню, дабы не допустить промаха. Иными словами, селянь давным-давно незаметно для себя глубоко вдохнул аромат нежности, и уж теперь его переживания поистине можно было назвать волнующими до глубины души. Стоило аромату нежности проникнуть в тело, кровь мужчины начинала закипать. Вначале наступала слабость, затем раздражительность. Сейчас все тело принца обмякло, будто мышцы свело судорогой. А очень скоро, когда онемение спадет, он превратится в ходячую бочку взрывчатки. И если в тот момент странная фигура в белом появится опять, селянь не мог сказать наверняка, каковы его шансы на победу, ведь ему даже не удалось пока определить, насколько в действительности силен противник. Первым делом принц бросился искать снадобье, но уже в процессе поисков вспомнил, что истратил весь бутылек, чтобы спасти девушку. Вот только, и она в конце концов не выжила. Он бросил взгляд на труп девушки. На ее лице так и застыла улыбка, будто она ощущала искреннюю радость от того, что смогла поймать врага в ловушку и теперь, наконец, отправиться навстречу со своими родными. Во всем виновата кровавая сцена, развернувшаяся вокруг, ведь именно она разбавила яркость опасных цветов и запах крови, который ослабил необычное благоухание. Принц никак не ожидал, что на лице девчонки, не старше 16 лет, может появиться такое крайне озлобленное выражение, и что она способна совершить столь решительный поступок. Тем временем цветочные оборотни, до невозможности воодушевленные, зашушукались, попался на крючок, заманили. Это правда тот самый его высочество наследный принц, ага, это он. Какой красавец, мои корни вот-вот вырвутся из земли, я не могу их удержать. Юный воин замахнулся мечом и рубанул по цветочным зарослям, срезав небольшой участок. Однако стебли цветов оказались весьма упругими, его плохонький меч рубанул только раз, а на второй удар уже заметно притупился. Оборотни, покачиваясь, раскричались от страха: «Го!» Юный ГГ и шерсткой не оброс, а ведет себя так свирепо. Мы с таким трудом вырастили бутоны, что вот-вот раскрылись бы. Как ты собираешься загладить вину? От гнева у юного воина глаза чуть не пылали огнем. Сдохните. Я выжгу вас всех дочисто. Оборотни сложили зеленые листья на стебле, восклицая: как страшно. Но ведь мы ничего тебе не сделали, к чему так горячиться? Селянь тоже возразил юноше: сжигать нельзя. Они же оборотни, если поджечь, дым обернется ядовитой завесой. И выдирать их нельзя. Юноша немедля отдернул руку, который как раз собирался вырвать цветы с корнем. Селянь обессиленно добавил: на стеблях ядовитые шипы. Цветочные оборотни нежно пропели: «Го, его высочество наследный принц такой ласковый, спасибо тебе, что защищаешь нас. Подожди немного, вот-вот завяжутся наши плоды. И ты непременно как следует испытаешь на себе нашу страстную любовь. Хи-хи-хи-хи». Такие мужчины, что с детства посвящают себя самосовершенствованию в девственном теле, встречаются крайне редко. Конечно, когда лишишься невинности, уровень твоих магических сил упадет на порядок. Но что поделать, придется тебе стерпеть эту обиду. Хи-хи-хи-хи. Бутоны нежных объятий потерлись друг от друга и завлекательно захихикали, во всей красе обнажая блудливые намерения. Юноша, услышав их, на некоторое время застыл как вкопанный. Кажется, он не до конца осознавал, что означают слова «девственное тело», «лишиться невинности» и «уровень магических сил», но все же понял, что ничего хорошего они не сулят.
Он принялся изо всех сил рубить цветы мечом и гневно кричать, чтобы заглушить те поддразнивающие речи, не давая селяню их слушать. Сам принц тем временем до хруста сжал кулаки. Вот оно что, теперь стало ясно, что все события этой ночи явились западней, расставленные специально для него. Похищение одного цежуна, можно считать, стало точным ударом по его гордости бога войны Синьле. Враг верно предусмотрел, какое решение примет принц, прекрасно зная, что тот непременно изберет отправиться в погоню в одиночку, дабы не раздувать конфликт. Ну а та тяжело раненая девушка стала уловкой, чтобы он истратил все свое волшебное снадобье и не смог ослабить действие яда сразу, как только вдохнет аромат нежности. Оборотни и люди действовали сообща только ради того, чтобы дождаться этого момента. Путь самосовершенствования, который избрал селянь, в самом деле требовал хранить невинность тела. Когда монахи, посвятившие себя этому пути, возносились на небеса, последователи, что приходили им поклониться, свято верили, что божество, в которое они веруют, наверняка превосходит всех простых смертных, потому как не запятнано плотскими страстями. Это означает, что несоблюдение непорочности, несомненно, приведет к полнейшему разочарованию последователей и большой потере магической силы. Конечно, урон будет не столь тяжелым, чтобы превратить его из небожителя в простого смертного. Несколько лет старательных медитаций дадут возможность вернуть утерянное, но в нынешней ситуации, кто же даст принцу несколько лишних лет для уединенных медитаций? В монастыре Хуанцзи действовали строжайшие правила и ограничения, и селянь, будучи первым среди лучших учеников-наставников монастыря, никогда не нарушал ни правил, ни данных обетов. Он считал свои внутренние запреты подобными железу, никакой ураганный ветер не смог бы поднять и мелкой ряби в пруду его души. Столкнувшись с множеством подобных испытаний в прошлом, принц каждый раз в совершенстве их выдерживал. Но все же, невзирая на то, что сердце его подобно стоячей воде, молодость, в силу ранимости, легче задеть за живое. А сейчас рядом с ним находился еще и совсем юный воин. Поэтому селянь не смог сдержать в душе чувство стыда, слушая, как цветочные демоны льют на него изощренные непристойности, которые уж никак нельзя было назвать завуалированными намеками. Масло в огонь подливало то, что принц вдохнул цветочный аромат, поэтому кровь его закипела от возбуждения, мысли стали разгоряченными, и даже лицо окрасилось малиновым румянцем. Но к своему вящему негодованию подняться на ноги принц не мог, как ни пытался. Пока еще принцу удавалось держать себя в руках. Но если нежные объятия в самом деле дадут плоды, это обернется серьезной проблемой. Наилучшим решением стало бы сейчас же вернуться в столицу и призвать Фэн Синя и Му Цина в качестве хранителей. Но в эту секунду селянь даже не мог встать, поскольку у него подкашивались колени. Иного выхода не оставалось, и принцу пришлось позвать юного воина: «Ты, подойди».